Друзья, всем привет! Меня зовут Света, и сегодня я отправляюсь в интереснейшее путешествие. Но это будет не как обычно в Чернобыль или на какую-то заброшку, а это будет более цивильная и туристическая поездка. Постараюсь вам все рассказать интересно, подробно и показать. Обычно я показываю вам всякие заброшки, Чернобыль, Припять и вижу с ними. В этот раз я отправляюсь в путешествие за границу. Это будет остров Тенерифе в архипелаге Канарских островов. Сейчас я нахожусь в аэропорту Борисполь, ожидаю своего вылета. И давайте измерим радиацию. Такой вот у меня прибор Terra. Мы его включим, он у нас обнулен. Вот вы можете посмотреть, накопленная доза по нолям. Сейчас я его включу. И обязательно покажу вам замеры в самолете, потому что многие думают, что в Чернобыль ездить опасно, и мы получаем там огромную дозу радиации. Но вы посмотрите, что мы получаем за перелет. Ну, а в Борисполе радиация в норме 12-13 микрорентген. Я уже приехала в аэропорт Тенерифе. Мы летели 6 с чем-то часов. Летели компанией SkyUp. В принципе, все хорошо. Они прилетели даже раньше назначенного срока. И этот опыт со SkyUp был положительный. Мне все понравилось. Я уже купила сим-карту вот в этом синеньком домике. И сейчас я попробую найти и арендовать машину. Посмотрим, что здесь по ценам. Так здесь выглядит все это. Стойки для аренды автомобилей. Друзья, вот это посмотрите. Я арендовала себе вот такую чудесную машину, на которой я буду ездить тут 7 дней. Как вам железный конь? Это вам не Мерседес, на котором мы в Казахстан ездили. Посмотрите, какой номер. 766. 6. Короче, сюда влезает только мой рюкзак и куртка. Ну что, вперед! В общем, друзья, я, наверное, в каком-то культурном шоке пока пребываю. У меня такой растерянный вид. В общем, я еду на этом смартике. Вообще по другой стране. Чувство такое интересное. Еще уши заложила, потому что в горах. В общем, не знаю вам пока что сказать. Я просто переполнена эмоциями. Посмотрите, какая красота вокруг. В общем, друзья, я заселилась в отель свой, который забронировала. Устала. Еды тут нету. Время 7:30, уже поужинать нельзя. И не знаю, силы же нету идти куда-то искать еду. В общем-то, вот так я расположилась. Завтра вам все покажу. Подробно расскажу, может, немножечко отойду от своего культурного шока.
потому что сейчас мне даже не верится, что это произошло. Все, до встречи. Друзья, всем привет! Это мое первое утро на Канарских островах. И я вам сейчас хочу показать номер, в котором я остановилась. Это апартаменты. И вы только посмотрите, какой потрясающий вид здесь открывается. Это просто нереальное что-то. Ты просыпаешься, выходишь, а на кухне у тебя здесь вот так. Сейчас я вам открою окно, покажу. Это что-то нереальное из области фантастики. И это у нас Атлантический океан. Правда здорово? А внизу старинный городок Гарачика, куда я сегодня собираюсь пойти первым делом в магазин. Буду изучать местные окрестности и достопримечательности. Впереди, надеюсь, много интересного. Конечно, из запланированного может не все получиться, потому что все-таки это европейский курорт, и по ценам так. Завтрак здесь стоит 10 евро. Я вам потом завтра, наверное, отсниму, чем здесь можно позавтракать. Хозяева вообще просто потрясающие. Они сами держат этот отель. Он располагается на горе возле дороги. Бюджетное достаточно заведение. Мне обошлось это на 7 дней в 200 евро. Но это один из бюджетных вариантов. Вот с таким потрясающим видом, за который стоит заплатить. Здесь сейчас я вам устрою рум-тур и все покажу. Итак, поехали. Из чего состоят мои апартаменты? Из такой маленькой спальни на 2 человек. Сюда можно приехать с подругой, мужем. Номера у них в основном все двухместные. И вот такого формата. Спаленка здесь без окна. Это фальш-окно, оно выходит в коридор. Но здесь есть все необходимое. Шкаф для одежды. Большой, просторный. Там сверху еще шкафчики. Кровать удобная, мягкая. Подушка хорошая. Свет везде включается, выключается. Вот такое зеркальце. Я здесь уже обустроилась, все разложила. Далее у нас идет вот такой коридор. Здесь ванна, туалет. Горячая вода из бойлера есть всегда. Все необходимые. Полотенец очень много, туалетной бумаги много. Я уже вот там несколько использовала. Но единственный минус, что здесь нету помывочных принадлежностей. Надо брать с собой. И самое потрясающее, это вот эта вот кухня. Здесь вы можете приготовить себе что-нибудь поесть. Я уже здесь тоже расположилась. Помыть посуду, средство губка есть. Здесь все как обычно стандартно. Полный набор. Ведерко, пакетики, всякие щеточки для подметания пола. Здесь у нас набор кастрюлек и сковородочка. Здесь у нас набор посуды, чашечки, ложечки, тарелочки, все чистое. Ну, естественно, нужно сполоснуть. Все, вообще, смотрите, все, что штопор есть, соковыжималка есть, ситечка, какие-то лопаточки, шумовки. Вот это я не знаю, что. Это какая-то местная их шняга. Я так и не поняла, для чего она. Я думала, может быть, это чай как-то сделать, но ладно, пусть стоит. Холодильник. Такой старенький, конечно, убитый, но все же. И тостер. Из того, что здесь не хватает, это электрочайника, потому что вот эта плитка, я вчера пыталась накипятить себе воду, очень долго. Ну, в принципе, ладно. Без этого тоже можно жить. Такой диванчик. Это, я так понимаю, какой-то калорифер или что это? Обогреватель. Я уже пощелкала его, он не работает. И вот здесь вы себе завтрак приготовили. И с таким видом сидите, смотрите на океан. Вот такое вот место. В гривнах, если оно стоило 6000 гривен с копейками,
На побережье с видом на океан такого предложения точно нигде нет на букинге, я смотрела. Но это один из самых дешевых вариантов. Можно найти, наверное, за 5000 гривен. Но, опять же, вот это будет, наверное, моя спаленка с каким-то окошком непонятным вовнутрь. А здесь все-таки такой вид, ну и я решила доплатить. Все-таки гулять так гулять. Если уж на недельку приехала отдыхать, то можно и шикануть. Также здесь можно позавтракать и поужинать. Готовится жена этого хозяина, который держит этот отель. 10 евро стоит завтрак. Ну, я не знаю, насколько это дешево или дорого. Пока по ценам не могу вам ничего сказать. В магазине я еще не была. Сегодня как раз сейчас поеду. И мы с вами посмотрим, что здесь по ценам, сравним их. Поехали смотреть, что здесь еще есть на этих чудесных Канарских островах. Так, друзья, кому интересно, какой здесь уровень радиации? Смотрите, так как мы находимся в горах. Не знаю, сколько здесь от уровня моря, ну, так. 19 микрорентген, чуть, это в пределах нормы, но выше, чем в Киеве. В Киеве обычно порядка 12, 13, 14 микрорентген, здесь 19. Сколько мы накопили за полет, я вам сейчас покажу, смотрите. 10 микрорентген накопленной дозы мы накопили за поездку на самолете за 6 с копейками часов. Согласитесь, даже в зоне отчуждения не всегда можно столько накопить за поход, за неделю, если не лазить по грязным местам. Вот такая набережная города Гора-Чико. Здесь место для фоток на фоне скалы и океана. И тут находится городской пляж. Сейчас попробуем дойти туда посмотреть, можно ли искупаться. Но люди купаются. Так, здесь вот все фоткаются. Кстати, погода распогодилась. Очень тепло, солнце хорошо пригревает. К Новому году уже все украшено. Какой-то спуск. Но отсюда в воду я бы заходить не стала. Обратно не вернешься. Немного народу купается. Несколько человек. Он раз плывет, два, три. 3 человека. Хочу вот на те скалы сходить, которые там впереди. Вот так вот, в общем, выглядит этот пляж. Плая Эль-Муэлле. Непонятно написано. Маленький такой. Сейчас спустимся по деревянным мосткам. Вон мужик купается. Висит красный флаг, но никого это не смущает. Все купаются. Но на пляже никто не заходит. Все там. Потрогаем водичку. Ну давай. Но на ощупь вода более-менее. Можно даже искупаться. Нормально. Как у нас в Одессе. Или на Черном море. Не знаю, в Сочах. Вот такая лестница ведет сюда. Хочу сказать, что бумажек всяких какашек здесь много. Так что, несмотря на то, что это европейский курорт, свинячат везде. Не только в Украине и в России. Краб, смотрите, настоящий краб. Их там несколько.
Посмотрите, крабы! Умные крабы, вы посмотрите. Какой красивый. А вот смотрите, дохлый крабик. Кто-то его сожрал. Один панцирь остался. С этой стороны еще краше. Смотрите. Фу. Туалетом пахнет. Вот так выглядит застывшая лава, которая из вулкана стекалась сюда вниз. Вот такие камушки. Ну что, друзья, вот такой укромный пляж я нашла. Здесь можно позагорать, погодка отличная. Наверное, плюс 22, плюс 23 градуса. Может быть, даже и искупаюсь. Такое место еще нашла, тоже красота. Хочу дойти вот туда, где такие волны закрученные. Вот такая тропа здесь прогулочная. Смотрите, все в кактусах. Давайте-ка сюда свернем. Смотрите, друзья, какое классное место. Прям лавовые потоки. Шли и встречались с океаном. Супер. Здесь, конечно, не поплаваешь. Это небольшая прогулочная тропа сюда ведет, совсем недалеко от городка.
по такому серпантину я сюда спускалась. И вон впереди мой отель. Сюда мне надо будет опять подняться. Вот такой вот маленький старый городок Гарачико. Улицы очень узкие, машины так наставлены вплотную. Иду на поиски продуктового магазина. И здесь столько маленьких ресторанчиков, так вкусно пахнет. Но я уже заказала сегодня у себя в ресторане ужин. Посмотрим. О, смотрите. Котичек. Ну-ка, посмотри в камеру. Молодец. Вот такие котики здесь ходят. Очень уютный городок. Нашла магазин. И цены здесь вот такие. Чай по 70 центов, евроцентов. Рис евро 55. Макарошки 85 евроцентов. Какая-то смесь для паэльи, что ли. Чечевица, нут. Вот 75 центов. Водичка. Вот 1 евро 90 центов за шестерочку. Мне кажется, это дороговато для яичек. Майонезик вот так стоит. Какой-то бульон куриный. Масло подсолнечное по 2 евро. Так, вот такой у меня ужин. Чечевичный супчик, белое вино. И посмотрим, что там будет на второе. Вот такое у меня рагу, рыбное с овощами, с картофелем. Это на второе.